Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии фиксируется дальнейшее ослабление рынка труда. По последним данным, уровень безработицы приближается к показателю, который в правительстве Фридриха Мерца в Берлине считают критически значимым для экономики. Одновременно Германия получает рекордные миллиарды от торговли СО2. Но немецкий бизнес и граждане, то есть мы с вами, этого почти не чувствуем, так как цены продолжают расти. И это не единственная проблема. Электромобили в Германии стоят значительно дороже, чем в Китае. Это вызывает вопросы в Европе относительно эффективности политики перехода к экологическому транспорту. Еще одной напряженной темой в ЕС остается торговое соглашение с Южной Америкой Меркосур, которое способно изменить европейский рынок и уже сопровождается акциями фермеров в ряде стран ЕС, включая Францию, Венгрию и Польшу. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии снова растет безработица. В декабре 2025 года без работы остались почти 2,9 миллиона человек. Это больше, чем в ноябре, и цифра близка к психологической отметке в 3 миллиона. На местах ситуация еще острее. Например, в Баварии без работы зарегистрировано 310 795 человек. Это на 5464 больше, чем месяцем ранее. В Саксонии уровень безработицы вырос до 148 300 человек, что на 5% больше, чем год назад. В Тюрингии без работы осталось 69 тысяч человек, это на 1404 больше, чем в декабре 2024 года. Эксперты указывают на негативную динамику компании, уменьшают численность персонала, а количество новых вакансий остается ограниченным. Речь идет не о сезонном колебании, а о затяжном ослаблении рынка труда, которое оказывает дополнительную нагрузку на экономику. Для правительства Мерца ситуация приобретает характер серьезной политической дискуссии. ХДС настаивает на срочных мерах поддержки экономики и рабочих мест, а социал-демократическая партия Германии СДПГ критикует правительство Мерца, указывая, что обещанных программ занятости стимулирующих мер пока нет. Напряжение сохраняется, поскольку тысячи людей, как вы видите, остаются без работы, регионы ожидают дополнительное решение и финансирование, а меры федерального правительства канцлера Фридриха Мерца пока не приводят к заметному улучшению ситуации на рынке труда. Следующая новость, одна из самых важных для Германии. В Германии торговля выбросами СО2 принесла, внимание, рекордные деньги в Государственный климатический фонд – 21,4 миллиарда евро в 2025 году. Это на 3 миллиарда больше, чем в 2024. Представьте, какие это цифры. Всего с 2008 года на счет фонда поступило более 100 миллиардов евро. Деньги официально идут на модернизацию промышленности, поддержку электромобилей и декарбонизацию заводов. Однако вокруг распределения этих средств формируется серьезная дискуссия. Правительство Мерца тратит средства на крупные инфраструктурные проекты, но малые предприятия и обычные граждане этого не ощущают, так как цены на энергию и топливо продолжают расти, а компенсации почти нет. Критики отмечают, что значительные средства аккумулируются именно в фонде, тогда как бизнес и граждане продолжают нести дополнительные расходы, связанные с климатической политикой. Промышленники предупреждают, что рост цен на энергию повышает себестоимость производства, что угрожает конкурентоспособности немецких компаний. Ситуация осложняется вмешательством Европы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что доходы от торговли выбросами должны идти на реальные меры по сокращению выбросов и поддержку граждан, а не только на большие проекты. Это вызывает вопросы к текущей стратегии правительства Мерца, поскольку значительные средства аккумулируются, а ощутимый эффект для населения и бизнеса пока остается ограниченным. Следующая новость для автолюбителей. Немецкие покупатели электромобилей платят гораздо больше, чем владельцы аналогичных машин в Китае, и это вызывает недовольство на рынке. Согласно исследованию частного института Центра автомобильных исследований, средняя цена электрокаров китайских производителей в Германии на 118% выше, чем на их домашнем рынке. Это означает, что тот же автомобиль в Китае стоит около 15 тысяч евро нетто, а здесь более 33 тысяч евро. Разрыв особенно заметен у крупнейшего китайского производителя BYD. Его машины в Германии обходятся покупателям более чем, внимание, вдвое дороже, чем в Китае. По данным исследования, китайские электромобили в среднем продаются здесь почти вдвое дороже, тогда как у Tesla разница, внимание, плюс 23%, а у европейских брендов примерно плюс 28% к китайским ценам. Эксперты института говорят, что такой масштабный разрыв цен связан с тем, что сильный ценовой прессинг на китайском рынке при огромных объемах производства позволяет держать цены в КНР крайне низкими, тогда как в Германии эти машины стоят заметно дороже.
Покупатели и дилеры уже выражают свое недовольство. Многие участники рынка отмечают, что значительный ценовой разрыв снижает доверие к китайским автомобилям в Европе и ограничивает доступность электрокаров на фоне экономических факторов и той же инфляции. Это формирует дополнительный экономический и политический вызов для правительства канцлера Фридриха Мерца, поскольку заявление о развитии электромобильного рынка и поддержке экологичного транспорта сталкивается с фактическими высокими ценами на электромобили для самих граждан, то есть для нас с вами. Кроме того, на фоне европейской политики внутриевропейские правила и пошлины усиливают давление на эти цены. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее подчеркивала, что Евросоюз рассматривает меры по регулированию минимальных цен на импортные электромобили, чтобы смягчить такие дисбалансы и защитить нас с вами, потребителей. А дальше еще есть важная новость. После 25 лет переговоров вокруг одного из крупнейших торговых соглашений в истории Европейского Союза обсуждение вышло на решающую стадию. Соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и экономическим блоком Меркосур, включающим Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай, может быть подписано уже 12 января, то есть сегодня, потому что Италия неожиданно изменила позицию и готова его поддержать. Ранее Италия вместе с Францией блокировали эту сделку, а правительство премьер-министра Джорджа Мелони настаивало на гарантиях для фермеров и миллиардах евро поддержки сельхозпроизводителей, прежде чем согласиться на это соглашение. Именно из-за таких противоречий подписание договора было отложено с декабря на январь. Как сообщали источники, после новых уступок Европейской комиссии по помощи фермерам, включая предложение ускорить выплаты 45 миллиардов евро в период 2028-2034 годов, Италия все же решила поддержать сделку на заседании стран ЕС, что фактически дает проекту необходимое квалифицированное большинство голосов. Это вызывает серьезные разногласия внутри ЕС. Внимание! Франция, Польша, Венгрия и другие сохраняют жесткую позицию, опасаясь, что импорт дешевого южноамериканского мяса, соя и сахара разорит европейских фермеров. В Варшаве и других городах проходят акции фермеров, которые выражают недовольство и выступают за введение защитных мер в отношении дешевого импорта. Сторонники сделки, включая немецкий бизнес, говорят об огромных экономических возможностях. Соглашение создает зону свободной торговли с более чем, внимание, 700 миллионами потребителей и может усилить экспорт европейских машин, фармацевтики и техники именно в Латинскую Америку. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже назвал достижение соглашения историческим шагом для европейской торговли, подчеркивая, что это укрепит экономическое влияние ЕС, снижает зависимость от внешних рынков и открывает путь к расширению экспорта Германии. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен активно поддерживала продвижение соглашений, заявляя, что оно создаст новые рабочие места и возможности для европейских компаний и станет экономическим ответом на глобальные торговые ограничения. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.